Всем привет, с вами снова Алина, и сегодня на моем канале будут очередные уютные новости, тем более, что тут подоспел инфоповод. Дело в том, что буквально недавно завершился конкурс «Мисс Вселенная». Это один из самых крупнейших конкурсов красоты в мире. Не так давно я рассказывала, что определили победительницу конкурса «Мисс Мира». Вот очередная королева красоты тоже избрана, и ею стала 24-летняя Катриона Грей из Филиппин. И давайте я для непосвященных немножко расскажу про некоторые моменты этого конкурса, про победителей, про сам конкурс и расскажу несколько новостей, которые также показались мне интересными. Сразу скажу, что я не эксперт конкурсов красоты, несмотря на то, что я принимала участие в конкурсе красоты всего один раз в своей жизни, я от этого не стала ни экспертом, ни каким-то диким фанатом, но есть один конкурс красоты, который я смотрю практически всегда и который я обожаю с самого детства, по-моему, да, с 2002 года. Это конкурс красоты «Мисс Вселенная», потому что для меня этот конкурс всегда казался каким-то эталонным, вот как я люблю показ Victoria's Secret, так из конкурсов красоты мне кажется чем-то недостижимым конкурс «Мисс Вселенная», хотя, опять же, я не знаю, что там происходит на других конкурсах. В первую очередь, наверное, стоит поговорить про победительницу. Я уже сказала, что ею стала Катриона Грей из Филиппин, и это не первый раз, когда Филиппины выигрывают конкурс красоты «Мисс Вселенная». В 2015 году, я думаю, многие слышали про тот скандал, когда ведущий перепутал победительницу, и какое-то время победительницей была другая девушка, потом корону переодели. В общем, это была далеко не самая приятная ситуация, и скорее ее даже можно назвать скандальной. Так вот, в 2015 году победительницей стала участница из Филиппин, и в этом году, уже второй раз за последние 5 лет, опять становится участницей из Филиппин. И поверьте, это далеко не совпадение. Дело в том, что с 2010 года участницы из Филиппин постоянно попадают в финальные топы, то есть они начинают там с 4-й вице-мисс и доходят до того, что 2 раза выигрывают этот конкурс. Они каждый год попадают в топы, потому что участницы очень подготовленные, очень профессиональные. И вообще филиппинские болельщики, филиппинские сами участницы конкурсов красоты — это отдельная история. Дело в том, что там существует очень сильная школа подготовки к конкурсам красоты, и девочки буквально с самого маленечку знают, как нужно вести себя на таких конкурсах, чего от них ждут, как нужно выглядеть, как нужно пройтись, улыбнуться, повернуться и тому подобное. Да, на Филиппинах тоже распространены, как и во многих азиатских странах, да и вообще, мне кажется, сейчас в мире пластические операции, это там буквально стоит на потоке, но, как правило, на такие конкурсы, как «Мисс Вселенная», должны приезжать девушки максимально натуральные. Понятное дело, что никто за этим сильно не следит, и существует очень много участниц, которые делали над собой некоторые косметические манипуляции, и никто их за это с конкурса не снимает. Так вот, чем примечательная и удивительная победительница этого года? Дело в том, что это просто какой-то невероятный случай. Девушка, которая победила в этом году, она участвовала раньше в конкурсе «Мисс Мира» в 2016 году и попала на том конкурсе в топ-5. Хотя очень многие букмекеры предписывали ей и первое место, и говорили, что она по всем параметрам подходит на «Мисс Мира», что вот она похожа на свою предшественницу Меган Янг, которая стала, кстати, «Мисс Мира», то есть это участница тоже от Филиппин, которая получила корону «Мисс Мира». И, боже мой, каково же было разочарование филиппинских фанатов, когда они там буквально уже потенциально праздновали корону «Мисс Мира», хотя филиппинские фанаты, мне кажется, празднуют потенциально любой конкурс красоты. В общем, было дикое разочарование, было видно, как Катриона расстроена. И как же удивительно, что спустя несколько лет она приезжает на конкурс, который является прямым конкурентом конкурса «Мисс Мира», и по идее как бы это практически что-то невероятное, потому что ей пришлось все равно пройти отбор национальный на конкурс «Мисс Вселенная» в своей стране. То есть можно сказать, что девушка профессиональная участница конкурсов красоты, она реально как танк перла к своей победе, потому что я была очень удивлена, когда я вообще увидела, кто представляет Филиппины в этом году на «Мисс Вселенная», я обалдела, я стала читать про это и поняла, что это та самая Катриона, которая участвовала в «Мисс Мира» 2016 года, которая попала в топ-5, и в этом году очень многие букмекеры как раз-таки ставили на ее победу, и нельзя сказать, что победа была прям какая-то неожиданная, и все там были в шоке. Нет, победа была вполне ожидаемая, потому что с первых дней на конкурсе я смотрела фотографии, смотрела видеоотчеты, было видно, кто там королева, потому что я вам хочу прояснить такой момент, что в конкурсе «Мисс Вселенная» и вообще в международных конкурсах красоты, как правило, побеждает не то чтобы самая красивая девушка, потому что конкурсы красоты, они уже давно перестали быть просто выставкой лиц, где девушки реально в прямом смысле торгуют своим лицом. Здесь важно быть не просто красивой, потому что по умолчанию как бы девушки со всех стран отобраны самые лучшие, и по идее они все красивые. Как же выбрать самую лучшую среди самых красивых? Наверное, стоит оценивать по другим критериям. Во-первых, очень важно то, насколько активной социальной, социально полезной жизнью живет сама участница, в каких благотворительных проектах она участвует,
участвует, насколько она активна, и, конечно же, очень важно то, как она себя подает. Девушка может быть невероятно красивой, но не иметь этой подачи, стержня. Я, когда смотрела финал шоу, я видела очень красивых девушек, они вот прям безумно красивые, но когда они проходились, в них не было той энергетики. Просто посмотрите, как прошлась победительница, когда она прошлась, и я поняла, что сомнений в том, кто же выиграет этот конкурс, абсолютно быть не может, потому что филиппинская школа конкурсов красоты сотворила настоящую магию. Мало того, что она выглядела безупречно, а ее платье уже практически слагаются легенды, оно стало буквально одним из самых культовых за всю историю конкурса «Мисс Вселенная», потому что для самого конкурса было изготовлено несколько вариантов финального платья для прохода в вечерних нарядах. Это платье ассоциируется с вулканом, у многих есть свои какие-то ассоциации, в общем, его в интернете называют Lava Dress, и очень многим этот образ напомнил Джессику Рэббит из фильма «Кто подставил кролика Роджера», и я понимаю этих людей, потому что у меня тоже была такая ассоциация, и есть такая фишка у победительницы этого года, она надела на ухо такое вот украшение, которое называется каф, что тоже сильно ее выделяло среди других участниц. Как правило, они носят более классические украшения, а Катриона решила реально идти ва-банк. Мало того, что у нее была безупречная прическа, безупречное платье, так она еще и добавила себе изюминку своему образу, ну вот просто без шансов было оставить ее без короны. Я не буду спорить, кто был на этом конкурсе самой красивой именно эстетической участницей, потому что, на мой взгляд, если брать просто девушек визуально, в статике, на фотографиях, кто из них самая красивая, на мой взгляд, самая красивая была участница из ЮАР и из Венесуэлы, кстати, они попали в топ-3, но по другим критериям, по совокупности других качеств победила, конечно, Катриона, потому что в этом конкурсе, как я уже сказала, важна не только красота, да, сейчас красота — это не основной критерий таких конкурсов, очень важна еще и уверенность девушки. Катриона была уверена в себе не на 100, а мне кажется, на 200%, потому что, опять же, то, как она прошла, как она вела себя между этапами самого шоу, как она отвечала на вопрос, и как она вообще уверенно держалась, говорила о том, что перед нами настоящая королева, и такой титул и должна носить уверенная в себе девушка, и все равно появляются люди, которые говорят, что этот конкурс чистая политика. Я, наверное, даже спорить не буду, потому что, да, подобные международные конкурсы — это всегда политика, потому что у нас и в спорте бывает политика, и Евровидение — это политика, и конкурсы красоты — это тем более политика. Участница из России, кстати, не попала в финальный топ, но все равно очень достойно выступила. Так вот, считается, что из-за того, что на Филиппинах безумно люди обожают конкурсы красоты, потому что интернет наполнен видео с реакциями на то, как они смотрят конкурсы красоты, как они смотрели конкретно этот конкурс «Мисс Вселенная», они там просто радуются так, как будто бы, я не знаю, у них родился новый член семьи, я даже не знаю, с чем можно сравнить эту радость, потому что это что-то запредельное, настолько для филиппинцев важны конкурсы красоты. Мне кажется, что победительница этого года настоящий пример того, как нужно переть, реально переть к своей мечте, не останавливаться ни перед чем, не перед какими-то проигрышами, поражениями, потому что для нее, даже по ней это было видно, как она плакала на конкурсе «Мисс Мира», попадание всего лишь в топ-5 на конкурсе «Мисс Мира», хотя всего лишь, это что-то тоже невероятное, для нее это было поражение. Она справилась с этим поражением, она прошла национальный отбор в своей стране еще раз, на общих основаниях, и в итоге стала мисс Вселенная, то есть девушка реально всю жизнь шла к своей мечте, и она ее исполнила, и мне кажется, вот такая вот системная дисциплина и трудолюбие, они всегда окупаются. Кстати, в этом году и не обошлось и без скандальчиков, потому что впервые на конкурсе принял, в общем, из Испании участницей была девушка-трансгендер, потому что 6 лет назад сняли запрет на участие трансгендеров в конкурсе «Мисс Вселенная», и вот участница из Испании попала на конкурс, представила свою страну. Было очень много некрасивых заявлений со стороны некоторых участниц, которые оскорбляли девушку из Испании. Также просто люди по всему миру негативно высказывались о ней, но можно сказать, что 21 век трансгендерами, мне кажется, уже никого не удивить, но тут уже мнение у каждого свое, могут ли такие девушки принимать участие в конкурсе красоты «Мисс Вселенная», либо нет. Кстати, напишите в комментариях ваше мнение на этот сложный вопрос, что вы считаете, может ли девушка, которая в прошлом была мужчиной, принимать участие в женском конкурсе красоты, либо это как-то неправильно. Мне интересно ваше мнение, обязательно поделитесь им в комментариях. Вкратце еще лично от себя добавлю, что я была просто в восторге от платьев девушек, которые попали в топ-10. Это что-то потрясающее, вы просто посмотрите, какие же это красивые платья. Я реально с закрытыми глазами взяла бы любое из этих платьев и сказала бы, что оно великолепно. И еще одна такая новость для разбавки, как я обещала в начале. Ангел Виктории Секрет, вы знаете, что мы эту тему на моем канале обсуждаем часто. В общем, Тейлор
Хилл выложила в свой инстаграм фотографию, где она представлена без прикрас. Вот действительно настоящая фотография no filter, no makeup. То есть на этой фотографии Тейлор буквально предстала с голым лицом, на котором было видно, что у девушки есть некоторые проблемы с кожей. И это, кстати, не первая фотография Тейлор, на которой она не боится представить себя в каком-то невыгодном ракурсе. Да, у девушки есть проблемы с кожей, но она не боится говорить об этом миру. И я читала комментарии под этой ее фотографией, и они действительно какие-то вдохновляющие, мотивирующие. И я поняла, что нужно звездам, моделям выставлять такие фотографии, которые показывают реальную жизнь, что эти девушки такие же, как мы с вами, не всегда идеально выглядят, у них не всегда идеальная укладка, не всегда идеальная кожа, как мы видим в случае с Тейлор, но при этом девушки, которые видят их фотографии в социальных сетях, в каталоге Victoria's Secret, на подиуме, им кажется, что это какие-то богини, какие-то ангелы, в прямом смысле этого слова, и очень сильно переживают, страдает их самооценка из-за того, что они не соответствуют этому образу, который рисуется в СМИ и который рисуется в социальных сетях. И вот такие вот модели, как Тейлор Хилл, они как раз-таки заставляют девушек поверить в себя, заставляют их чувствовать себя увереннее, потому что там были комментарии из рода, что даже у Тейлор есть прыщи, и я теперь не чувствую себя как-то плохо, потому что у нас в обществе как-то любят осудить за внешность, сказать, что «Ахо, у тебя прыщ, ты уже какая-то не такая». Причем, если на Западе с этим активно борются, то в нашей стране это еще только зарождается. Я вижу, как сильно общество давит на девушек, заставляет их там всегда идеально выглядеть, и если девушка не соответствует каким-то критериям, то она очень сильно переживает. Я думаю, это тема для отдельного видео, если вам было бы интересно, то я бы, возможно, сняла видео на эту тему, свои мысли, свои рассуждения, потому что я прекрасно понимаю, что мы живем в век социальных сетей, когда картинка очень сильно приукрашается и не соответствует действительности, из-за этого у многих девушек, особенно молодых, развиваются комплексы из-за того, что они там чему-то не соответствуют, и поэтому я очень сильно рада, что модели уровня Тейлор Хилл выкладывают такие вот откровенные фотографии. И это была информация, которой я хотела поделиться с вами сегодня. Надеюсь, что это видео было вам полезно. Если это так, то не забудьте поставить ему большой палец вверх. Мне будет очень приятно, и обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, я обновляю его практически каждый день и стараюсь всегда быть там с вами на связи, отвечать на ваши комментарии и выкладывать что-то полезное. Также у меня есть группа ВКонтакте, в которой собраны самые лучшие советы из всех моих видео, то есть я сама обожаю заходить в свою группу, настолько там все четко и систематизировано. И, конечно же, не забывайте подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. Ну а с вами была Алина, увидимся в следующем ролике, пока! А знаете, кому бы лично я дала титул Мисс Вселенной? Вот этой вот барышне. Вот этой вот прекрасной и пушистой барышне, которая спала все время, пока я снимала видео. Ну разве ты не восхитительна? Ты восхитительна даже когда сонная, заспанная и когда у тебя есть лишние килограммы. Как ты это делаешь? Поделись секретом.